Elhamdülillah, elhamdülillah, Rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulullah, ala алихи ve асхаби аджмаин, ва ба'д. Уважаемые мои братья, уважаемые мои сестры, мусульмане, представители общественности, я искренне вас приветствую с большим сердечным приветствием от мусульман Белоруссии и от меня лично. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мои братья и сестры, я прослушал многие выступления, тут в силу объективных таких не случайных причин я вынужден был отлучаться, но многие выступления я прослушал, находясь в стороне даже от экрана. Вы знаете, откровенно говоря, меня искренне радует, какая озабоченность существует у людей, глядя на турбулентные отношения межгосударственных, международных, таких на международном уровне. И такая озабоченность, чисто человеческая, и с духовной, и общественной сторон жизни, что, конечно же, приходится нам активизировать еще больше нашу деятельность, чтобы приводить мир в порядок. Вы знаете, лично я не могу переносить. Я надеюсь, что и вы также воспринимаете это, когда видишь, что творится между государствами, что творится в мире. Диктат идет с материальной стороны. Тут применяются все средства, что называется, все средства хороши, чтобы обогатиться. Духовность оттесняется, идет расчеловечивание. И это нас очень тревожит. Я рад довести до вас, что в начале апреля месяца этого года наш уважаемый президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко провел встречу с первыми лицами конфессий религиозных, где обсуждались насущные проблемы в жизни религиозной. И он дал высочайшую оценку всем конфессиям на территории Республики Беларусь, которые стараются донести законы бытия божественные. Все религии творчески подходят к этому долгу и выполняют на хорошем уровне. Это гарантия мира, согласия и милосердия в обществе нашего государства. И так хочется, чтобы это содружество межконфессиональное, межэтническое распространилось и жило в международных таких масштабах. Но, увы, к сожалению, это пока не получается. И наша деятельность, уважаемый Александр Сергеевич, то, что мы постоянно активизируем деятельность комиссии по духовности Международной общественной палаты, она воплощается в реально положительное действие. Очередное заседание в защиту верующих, мне кажется, удачно прошло сегодня. Я единственное, что добавил бы, наверное, коль мы проводим такое заседание духовенства и представителей общественности, наверное, вообще в защиту вообще людей, не только верующих. Так как в странах, особенно в странах нерелигиозной власти, неверующих атеистов немало, и они, среди них не все же они атеисты, ярые против религии и плохие люди. Нет, они замечательные люди, мы убеждаемся это всей жизнью.
И надо защищать интересы вообще общества, вообще людей. Поэтому, видимо, нам надо будет хорошо проанализировать вот наше очередное заседание и принять такую резолюцию, которая будет обращена не только к международным авторитетным организациям. Их авторитет сильно пошатнулся. Мне кажется, идет процесс вообще обесценивания этих высоких международных организаций, даже таких, как Организация Объединенных Наций, как ЮНЕСКО и другие организации, потому что их решения не выполняются, и вот эти взорвавшиеся правители, как представляются они господами всего мира, всех людей, они не принимают расчет, они живут по своим правилам, а не по международным законам. Обесценивается и международное право. И мы просто обязаны, видимо, в первую очередь обращаться к своим семьям, к семьям религиозным, общественным в своих государствах на эту тему и пытаться создавать такие условия неприемлемости таких раскольных действий, в кавычках, великих политиков мира. Ну, мне кажется, что эта идея вот во всех выступлениях сегодняшних на нашем заседании поддерживается, и мне кажется, наши братья и сестры будут согласны с этим. Я искренне еще раз благодарю всех участников нашего сегодняшнего заседания за ваши душевные такие взвешенные предложения, и всегда будем рады сотрудничать, как мы постоянно сотрудничаем, особенно с Советом старейшин Кавказа. Я искренне рад продолжать то начатое дело по распространению идей имама Шамиля. У нас эта работа осуществляется в наших общинах, нашего государства. И на сегодняшний день вся страна живет теми установками, которые придавила нам жизнь. Это проведение года 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это, как и наш уважаемый президент Лукашенко предложил, год благоустройства, этот год. Благоустройство не только территории, помещений, но благоустройство в душах своих, качество деятельности каждого из нас, каждого гражданина страны в пятилетку качества, так называемого. Это вдохновляет и это радует, что идет у нас уже много десятков лет идет соединение государственной жизни с духовностью на основе духовных положений. Это замечательно. Это пример нашим соседям по Европе. Это пример вообще всей старой, доброй, культурной Европе, к сожалению, в которой почти во всех государствах ее у власти находится нацистская клика, что усложняет взаимопонимание между людьми. И наша роль – вот это все раскрывать, это все доводить до людей своими решениями и буквально на общественном уровне требовать исполнения их. Не только ознакомления, но и их взгляды, их понимание выслушивать таких же и духовных лиц, и таких общественных, которых немало замечательных
добрых людей, как вот в выступлении было нашей уважаемой представительницы в Болгарии. Это действительно, она во всем права. Я каждое слово ее принимаю и поддерживаю. Это относится и ко всем нам остальным. Дорогие братья и сестры, искренне желаю вам мира, согласия, взаимопонимания, дружбы. Все то, на что мы направляем не только свое внимание, свой ум, свои души, но и свою эту благородную гуманную деятельность. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Спасибо вам, Абу-Бекир Хазрат, за эти напутствия и за то, что вы делаете ежедневно огромную, колоссальную работу по обеспечению межрелигиозного согласия, по международным связям, гуманитарной деятельности. Конечно, мы очень ценим ваши наставления и вашу мудрость. И тут же добавлю вам, спасибо за такую оценку, Александр Сергеевич. Мы-то с вами в постоянной связи, в постоянном сотрудничестве. Нам, мне кажется, надо какой-то занять канал телевизионный, выходить с этим каналом на весь мир. Вот как сегодня наше заседание идет, надо в какой-то постоянном ритме это делать. Наверное, постоянно надо по расписанию проводить такие вот заседания, общаться и не только выслушивать предложения, но и как предыдущее предложение мы приняли, и как наши постановления решаемые, как решаются они, какие там проблемы возникают, чтобы мы делились и опытом вот, нашей деятельности. Вот, мне кажется, это буквально требование уже сегодняшнего дня. Особенно включать молодежь в это общение. Прекрасное выступление представителей молодежных организаций. Я от души рад, что вот такие активные люди у нас растут и мужают. И нам кажется, надо показывать это всему миру. Вот. И так как, допустим, извините, я задерживаю, как, допустим, мы в мусульманском объединении в Республике Беларусь приняли решение 3 года назад, организовали постоянную регулярную телепередачу по 8 каналу под названием «Ассалям алейкум, Беларусь». И вот рассказывать не только об основах ислама, о мусульманах, о жизни их, о жизни и деятельности мусульманских религиозных организаций, о связи с государственными организациями, о взаимодействии нашей деятельности. Дальше о межконфессиональной дружбе, о постоянном сотрудничестве нашем. И этим самым показываем и озабоченность государственных органов, таких как уполномоченный по делам религий и национальности Республики Беларусь. Это совместная наша деятельность, это совместно межконфессиональные, межэтнические комиссии, как они регулярно проводят заседания и отчитываются за проделанную работу, обмениваются опытом работы. Это замечательно, это дало возможность, вот у нас действительно в Беларуси, Беларусь как государство является очагом мира и согласия в Европе, где вот вокруг нас идут, ну, я исключаю, конечно, Российскую Федерацию, вокруг нас идут такие разборки. Я искренне сожалею, что наши братья по нашей мусульманской семье, которая переселилась более 6 веков из ногайских, крымских степей, из Поволжья на территорию Беларуси, Литвы и Польши на сегодняшний день в границах этих государств. Они не принимают участие, они не отзываются, они находятся под гнетом политических взглядов этих
нацистских политиков. Они, бедные, сочувствуют, они по-родственному с нами поддерживают связь, но на официальные связи они не могут выходить. И они не могут и нас принимать вот так вот открыто, потому что и мы сожалеем об этом, мы не хотим их подставлять под такой жесткий контроль и пресс со стороны государств этих нынешних. Поэтому оттуда никаких голосов нет. Ни от общественности, ни от духовенства. Что говорить о таких больших государствах европейских, как Франция, Италия, Испания, Великобритания и так далее, и так далее. Это отдельные только голоса отдельных лиц. Можно судить, вот какой дисбаланс в восприятии мирных процессов и в чью это пользу, положительная или отрицательная. Ведь это все будет, каждый пройдет в судный день, каждый пройдет этот экзамен. И там Всевышний Аллах определит и даст место, заслуживающее по деяниям мирской жизни этих людей. Но нам-то, это понимая, надо какие-то искать выходы на них. Надо объявлять, помогать, чтобы они услышали нас, чтобы они присоединялись к нам. У нас, например, в Европе есть Европейский исламский форум. Такая большая организация, объединяющая много духовных лиц Европы. Но она не участна в нашей деятельности. Она не принимает из-за политических взглядов. Она не может принять наших гуманистических подходов, наших духовных, религиозных подходов. Потому что находится там, находится вот под жестким контролем. Мне кажется, я подтверждаю еще раз мысль, что надо приложить усилия и в регионах, вот, из которых сегодня выступали наши братья и сестры, и общий такой наш телепередачу, она привлечет внимание. Надо больше эксплуатировать, наверное, не осуществлять пропаганду через интернет, через эту международную сеть. Ой, извините, пожалуйста, я от души отношусь ко всему этому, и хотелось бы не просто говорить, а действовать, чтобы помочь спасти души людей.